Евгений Викторович, добрый день. Ой, простите, вечер в хату. Анатолий Петушавкин, журналист патриотического издания «Черный пакет Малевича». Хотелось бы задать вам несколько вопросов по поводу ваших недавних видеообращений. Валяй! Да, вы заявили, что 10 мая мужественно планируете покинуть Бахмут. Почему именно 10-го? Ну смотри, тут все логично. 9 мая будет День Победы, которой у нас в Бахмуте точно не будет. Поэтому было принято взвешенное решение 10 мая всем вагнерам отпраздновать День Побега. И это будет наш собственный праздник, который у нас никто не отберет. И если надо будет, сможем повторить это событие где угодно и когда угодно. Понятно. Скажите, здесь, в Бахмуте, вы как давно находитесь? Вот ты сейчас правильно подметил, потому что мы здесь, в Бахмуте, находимся как давно какое-то, и отношение к нам как к куску давна. Я тебе больше скажу, чпокал я около военные бюрократы из Минобороны искусственно морят нас снарядным голодом. Не понял, а как голод может быть нарядным? Снарядным. А нам нужна снарядная сытость. Это я тебе как повар со стажем говорю. Потому что здесь, в Бахмуте, мои бойцы ежедневно расходуют тысячи боеприпамперсов. Простите, вы имели в виду боеприпасов? Нет, блин. Боеприпасы расходуются, когда стреляем мы по ним. А когда лупят они по нам, нам тут остается расходовать только боеприпамперсы, которых также катастрофически не хватает. И при всем при этом, как видишь, у нас все-таки получается наступать. Только вот в последнее время наступать получается разве что себе на яйца. И хорошо, что у некоторых моих парней они еще остались. Правда, есть и такие, у которых они остались, но наступать им на них уже нечем. А ведь эти орлы пришли сюда добровольно, прямиком из тюрьмы, где могли сидеть себе спокойно, чалиться еще лет 20. И я в ответе за тех ребят, которых я взял на поруки. И сейчас мне больше ничего не остается, как обратиться к нашему вялокомандующему. Уважаемый Владимир Владимирович, вам добавки положить? Тьфу ты, старая привычка. Разрешите доложить. Как бывший ваш личный повар объясню на понятном языке. Операция «Бахмутская мясорубка» окончательно провалена. Более того, операция «Марьинская лапшерезка», как и Авдеевская кофемолка, практически посыпалась. Была еще надежда на угледарскую мультиварку, но ВСУшная соковыжималка выжила из нас все соки. И сейчас из-за ваших недогенералов нам приходится расхлебывать всю эту недоготовленную баланду. Потому что эти околовоенные бюрократы, Шайгоблин и Геморройсимов, назовем их так, сидят сложа руки в своих просторных кабинетах из красного дерева, в то время, когда половина моих парней уже давно лежат, сложа руки в своих тесных кабинетах из обычного дерева. И этим еще повезло, потому что вторая половина, благодаря ВСУ, вообще валяется где-то в полях. И про этих пацанов можно книгу целую написать, как завалялась шваль.
которую, надеюсь, я когда-нибудь все-таки напишу, если словесного голода не будет. Поэтому подчеркиваю, 10 мая мы уйдем из Бахмута и не просто куда-нибудь, а уйдем в историю. А что это будет за история? Это уже совсем другая история. Блин, походу словесный голод начался.